Бонус от инженеров Renault. Приехали такие, заглушили двигатель, вытащили ключ и уже собирались выходить из машины, и вдруг стекло-то я не закрыл. Ай-яй-яй, что делать? А ничего, просто берем и нажимаем кнопочку, и оно закрылось. Но это если вы не успели открыть дверь. Здравствуйте! Время летит незаметно. Вот уже год прошел с момента покупки мною данного автомобиля. Пройдено 20 тысяч километров. Эксплуатировал автомобиль и зимой в сильные морозы, и летом в жару, и осенью в грязь, и весной в грязь. Разочаровался ли я купленным автомобилем за год? Пожалел ли о том, что поменял Solaris на Duster? Если дать краткий ответ, то вот был у меня Hyundai Solaris. Ну, машина как машина. Сел, поехал, доехал, приехал. В общем, вспомнить нечего. Duster машина, конечно, эмоциональная. И, в общем-то, требует внимания, умелых рук и смекалки. Обо всем расскажу подробнее. Но прежде хочется сказать самое главное, о чем так или иначе практически каждый владелец данного автомобиля столкнется. Поэтому сейчас не отключайтесь, не перематывайте, а очень внимательно посмотрите. Это действительно важная информация. Не экономьте на сеточке, сразу ее поставьте в нижнюю часть бампера. Потому что будете ездить по всякому бездорожью. Вот, например, такие камушки будут спокойно пролетать прямо в радиатор и могут его повредить. Обязательно ставьте защиту муфты, потому как к ней подходит проводочек, который ничем не защищен. И на бездорожье, опять же, камушки и прочие разные вещи могут его повредить или оторвать. Вы останетесь без полного привода. Все, что рассказывают про проблемы с задней дверью, увы, правда. За год эксплуатации у меня образовался пузыречек, который вот сейчас видно под накладочкой. Несмотря на то, что Duster уже рестайлинговый, и здесь как бы есть и зазор от накладки, но тем не менее, вот он. Что там под ней, пока сказать не могу. Скорее всего, поеду к официальному дилеру. Говорят, что они это все перекрашивают по гарантии. Как от этого защититься? Есть разные варианты. Кто-то делает сюда резинку, но говорят, что это еще хуже. Там скапливается грязь, и резинка все равно протирает краску. И я так полагаю, что лучше всего здесь сразу сделать антигравийную пленочку потолще. Все здесь проклеить аккуратненько. И это нужно сделать сразу после покупки автомобиля. Как, впрочем, рекомендуют и защитить задние арки. В автосалоне мне проклеили вот немножко заднюю дверь здесь. Пленочка вот она. И арочка, вот здесь она заканчивается. Вот эта часть проклеена пленкой. Но никаких сколов я здесь на ней не вижу. Есть битумные пятна. Без сомнения, сюда что-то летит. И пленочка здесь не помешает. Как, наверное, и на нижней части двери. Но не столь критично, как она необходима по ту сторону двери. И сейчас я покажу. Еще одна главная проблема с лакокрасочным покрытием – это протирание порогов. Вот здесь скапливается грязь. В рестайлинге уже есть резиночка, уплотнитель на двери, который, собственно, и протирает в этом месте краску. У меня пока за год прям таких явных протертостей нет, но я бы сказал, все-таки немножечко что-то краска вроде как потерта. Поэтому, скорее всего, здесь я тоже проклею антигравийную пленочку или бронепленка, как ее еще называют. Думаю, что это несложно и можно сделать даже самому. Также говорят, что верхний уплотнитель протирает внутреннюю часть двери. У себя пока никаких протертостей я не обнаружил, но тем не менее, на всякий случай резиночку содержу в чистоте, периодически ее вытираю. Здесь скапливается очень много песка, который летит и здесь оседает. Также я слышал, что концевики протирают дверь, а здесь, ну вот тоже здесь проклеивают такие пятачки бронепленкой. В лючке бензобака тоже вот есть такие уплотнители, и здесь вот тоже проклеены кругляши бронепленочки. Сразу после покупки я положил самостоятельно под капот уплотнитель от двери «Газели». Сейчас это предлагают установить непосредственно в автосалоне. И да, увы, весь двигатель грязный. А все почему? Потому что особенность машины с автоматической коробкой передач. Особенность в подкрылках, в которых есть так называемые жабры.
Скорее всего, они служат для охлаждения радиатора той самой автоматической коробки передач. Вот через них грязь и преспокойненько залетает вот сюда, прямиком на аккумулятор. И во все вот эти вот места фильтр сверху весь запачкан. Это хорошо видно по вот этому грязному пятну на капоте, с какой стороны влетает грязь. Да, вот она сверху залетает, но в уплотнителе она останавливается. Без него она пролетала бы туда бы насквозь. Все-таки здесь более-менее, так можно сказать, чисто. А вот здесь, увы, все пролетает вот прям через жабры с одной стороны, но с другой здесь вроде как какие-то нагромождения, и грязь не так пролетает. И тут нужно включить не только умелые руки, но и смекалку, и приложить мозги, потому как панацеи от этого еще никто не придумал. Как здесь установить защиту так, чтобы вот через те жабры грязь сюда не пролетала, не заливала, собственно говоря, блок управления и аккумулятор. Жалуются, что слезает хром с порогов. Ну нет, у меня вот все в порядке, да. Конечно, безусловно, но это не скол, это пятно мазута. Это можно оттереть. Так что с этой стороны с порогом все в порядке. Со стороны водителя тоже все в порядке. Это сделал я, когда откалывал лед во время ледяного дождя. Нужно было срочно ехать, я торопился. Это последствия. Ну, а в целом никуда хром не делся. Опять же, есть битумные пятна. На заднем бампере хром весь на месте. Никуда он не делся. С передним бампером тоже ничего не случилось. Весь хром на месте. Никаких даже царапин нет, хотя в него летит с дороги очень много всего. В целом с кузовом все в порядке. Специально помыл машину, чтобы посмотреть. Да, на крыльях здесь тоже битумные пятна. Это все можно оттереть при желании большом. У остальных проблем с покраской кузова нет. Вот здесь еще, говорят, есть больное место, да? Начинает лопаться краска. В этом месте у меня пока все в порядке. С одной стороны и с этой стороны тоже все пока в порядке. Стоит здесь на уголочке пленочка, чтобы не протирать вот этой резиночкой капот. Но она, может быть, и помогла. Эта резиночка не протерла, а вот дальше отчетливо заметна протертость краски. Прямо до грунта, пока до грунта. Вот особенность этой резиночки в том, что здесь вот такой есть небольшой шовчик. Видимо, он и протирает. И по всей длине капота эта полоса есть. Поэтому рекомендую сразу после покупки приклеить здесь антигравийную пленку по всей длине капота, чтобы такой неприятности не возникло. Фары, скорее всего, тоже лучше затянуть в бронепленку. За зиму достаточно, ну, скажем так, не сильно, но царапинки тут кое-какие есть. Но это не критично, в принципе, можно и ничего не делать, потом заполировать. За зиму довольно сильно заржавели как барабаны, так и особенно сильно ступицы. Здесь вот стоит колпачок, не видно, а на зимних колесах очень хорошо видно. Так вот, когда стал менять колеса, мастер, который не менял, говорит: что-то, говорит, у тебя туго одеваются колеса задние на ржавые ступицы. Как бы ты их потом не замучился снимать. Ну, долго не думая, я промазал всю ступицу графитовой смазкой. Надеюсь, поможет. Наслышан я о жалобах, что заливает с трубок омывателя. Якобы они не герметично стоят, и с них вода попадает сюда, в колодец свечи. Она, соответственно, ржавеет, пробивает катушку, начинает троить и прочие неприятности. А также говорят, что здесь образуется конденсат, и тоже это все попадает на катушку. Ну, я вот у себя никаких следов этого не обнаружил. Ни конденсата, ни потеков. Также жалуются на то, что бачок омывателя дребезжит и протирает там краску. Стоит очень прочно. По поводу слабого генератора, что он остался с дорестайлинговой версии, а на рестайле поставили подогрев лобового стекла,
который включается вместе одновременно с подогревом заднего стекла, и генератор не выдерживает. Ну, по опыту могу сказать, да, в морозы он немножечко не выдерживает. Каким образом? Говорят, что начинает проскальзывать ремень, потому что на нем тоже образуется конденсат, и в мороз он проскальзывает и издает всякие звуки. Да, когда заводишь на холодную автомобиль и, не дай бог, включаешь печку, обогрев переднего лобового, соответственно, и заднего стекла, генератор начинает издавать различные пищащие звуки. Но достаточно погреть автомобиль минуты 3-4 и после этого включить, и все в порядке. Что было доделано собственными руками после покупки автомобиля? Ну, кроме установки уплотнителя под капот. Это была заменена антенна, потому что штатная очень длинная. Спасибо китайскому магазину, который продает антенки практически для любых марок автомобиля. Вполне себе компактная и удобная рабочая антенка. Днем, не включив габаритные огни, практически не видно положение этих ручек. Но лайфхак: банальные стразы за там 20-30 рублей или того можно у бабушки 3 штучки свистнуть, она не заметит. Прекрасно приклеивается. Вуаля, все видно. Некоторые жалуются, что сиденья кожаные сразу превращаются во что-то такое ужасное и непонятное. Но вот, не знаю, на мой взгляд, пока все в порядке. И теперь попунктно расскажу, за что мне данный автомобиль нравится, а за что не очень. Первое, за что мне нравится Renault Duster, это за его дизайн. На мой вкус он весьма привлекательный. И, конечно же, цена. Она доступна. Второе, это посадка. Именно такая посадка меня устраивает. И она мне нравится. Высоко сидишь, далеко глядишь. Руль. Да, именно руль. Здесь он такой достаточно толстый, со всеми нужными выпуклостями. Мне он нравится. Четвертый пункт – это высокий клиренс. Особенно зимой. Не страшны никакие сугробы, льдышки, глыбы, жижи возле обочины и прочие неприятные сюрпризы. Пятый пункт, пожалуй, самый приятный. Это подвеска данного автомобиля. Мне очень она нравится. Комфортная, мягкая, проглатывает ямки. А как она идет по грунтовке, это великолепно. А на таких дорогах, где дороги как таковой вообще нет, начинаешь получать удовольствие от управления автомобилем. Это расход бензина. Зимой он составлял у меня примерно 10 литров. Это смешанный цикл город и трасса. А вот сейчас летом это примерно будет 9 литров. Вот сейчас у меня показывает 9,3 литра. Это я ехал сюда по трассе, груженный, достаточно быстро, с кондиционером. Это вместительный багажник, по крайней мере по моим меркам. Все, что необходимо для моих нужд, здесь помещается. Это достаточно просторный салон. Задний диван мне здесь нравится. Он удобный. Здесь вот у меня и ехал сегодня ребенок сюда. 5 часов дороги вполне комфортно провел. Это шумоизоляция. Мне она нравится. Двигатель достаточно хорошо изолирован. Да, безусловно, есть автомобили с более лучшей шумоизоляцией. Но за эти деньги, которые продается этот автомобиль, я считаю, здесь она выполнена вполне достойно. Многие пытались и делали дополнительную шумоизоляцию, но таких прям кардинальных изменений так и не смогли добиться. Кроме, конечно, большой финансовой дыры в своем кошельке и лишние 50 килограммов веса автомобиля. Это обслуживание автомобиля. Оно весьма бюджетное. Сделал я первое ТО. Получилось у меня в общей сумме 13 тысяч. 9800 само ТО, то есть замена масла, фильтры, это у официального дилера. Плюс развал схождения 3300. Это в Москве. Ну что ж, похвалил. Пришло время и поругать, так сказать. Рассказать о том, что мне в этом автомобиле не нравится и какие я нашел здесь недочеты. Первый пункт – это автомагнитола, которая установлена здесь низко. Но почему нельзя было ее поставить вот сюда, а вот это сюда? Совершенно непонятно. К сожалению, это никак исправить нельзя. И здесь подключена камера заднего вида, которую тоже плохо видно. Навигацию плохо видно.
магнитолу плохо видно. В общем, это самый большой косяк в этом автомобиле. Второй пункт – это переключатель АКПП. Выглядит он, ну, в общем-то, как клюка. Да, переключать его удобно, но вот внешний вид его, конечно, более чем странный. А регулировка фар. Фактически ее здесь нет, потому что регулятор стоит в таком месте, что не разглядеть, не дотянуться во время движения сюда практически невозможно. Четвертый пункт – это отсутствие регулировки скорости дворников. Дворники можно включить только раз в 3 положениях, и все. Нет однократного нажатия, то есть нажал, и они один раз сработали, только вместе с брызгалкой. Но зачем это нужно? Пятый пункт – это кнопки подогрева сидений. Расположены они вот в этом месте. Никаких лампочек о том, что они работают или нет, нету. Сами кнопочки тоже не светятся. Едет со мной зимой пассажир и говорит: а как мне выключить подогрев сидений? Ну, что-то, говорит, я уже согрелся и не хочется уже больше греть свою 5-ю точку. На что я ему отвечаю: ищите, там где-то должна быть кнопка, и вам повезет. Не выключаются автоматически фары, когда уходишь из машины. Да, раздается писк, да, раздаются напоминания, что тебе их нужно выключить. И многие говорят: да зажрался тебе этот свет. Но, ребята, ну как, в Солярисе есть, а здесь нет. Ну, мне это неудобно. Да, зажрался. Нет защитной полосы вверху от солнца, затемняющей. Да, решается просто. Купил солнцезащитные очки. Очки-то купил, а чешника-то нет. Автоматическое включение заднего дворника во время включения задней передачи, когда у тебя включены передние дворники. Летом, возможно, это и удобно, а вот зимой совершенно нет. Кнопочки отключения этой функции тоже никакой нет. Единственное, что можно залезть в компьютер автомобиля и программно это дело отключить. Зимой неудобно чистить снег с крыши между рейлингов. Здесь накидывает, если машина стоит, большой сугроб, и вычистить его не так-то легко. Да, можно встать на заднее колесо, извозюкаться о машину, потому что не прислонившись сюда невозможно очистить, а здесь всегда грязь зимой. Ну, в общем, это не самый удобный вариант, честно. По большому счету, это были все мелкие придирки. Самый главный косяк этого автомобиля из неудобств – это зимой не закрывается в мороз капот. А причина того банально проста. Вот тут стоит резиночка, зимой деревенеет после 20 градусов и не дает капоту захлопнуться. Долил не замерзаечки, а закрыть его не можешь, пока резиночка не прогреется. Это достаточно чувствительный мотор в зимнее время к качеству топлива. Стоит залить зимой что-то такое не очень хорошее, скажем так, летний бензин, машина банально не заводится. Это происходит больше, чем в минус 20 градусов. Поэтому зимой тщательно выбирайте заправки. Заправляйтесь только качественным топливом. Ну, по крайней мере, старайтесь. Конечно, можете сколько угодно говорить, что я заводил там и в минус 40, и в минус 50, и все хорошо, но я вас предупредил. Мотор ставится не только на Renault Duster, а также на Renault Megane и, скорее всего, прочую линейку автомобилей. И поэтому проблемы с заводом зимой не только у Duster. Еще расскажу об особенностях данного автомобиля. Это объем топливного бака. Так до конца и непонятно, сколько же он. Да, в инструкции написано, что примерно 50 литров. Но мне еще на заправке ни разу не удалось заправить 50 литров до первого щелчка. Заправщики обычно заправляют до первого щелчка. Это примерно 37, 38, может 39 литров. По итогу, в целом, машиной пока доволен. Да, приходится мириться с ее неисправимыми косяками по салону, магнитола, кнопки, подогрева сидений и так далее. Хотя, если задаться целью, все можно переделать, было бы желание. Но вот лично у меня такого сильного желания нет, как и нет свободного времени на это.
Я хочу просто пользоваться автомобилем по его прямому назначению, доехать из пункта А в пункт Б, привезти с собой груз. Чем, собственно, успешно и занимаюсь. На этом все. Спасибо, что смотрели. Если остались какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Обязательно отвечу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить какое-нибудь следующее интересное видео. Спасибо. До свидания.